С каждым годом аномальная жара и засуха становятся все более распространенными явлениями, оказывающими серьезное отрицательное влияние на жизнь людей и животных на нашей планете. Эти климатические аномалии вызывают экологические кризисы, приводят к гибели фауны и флоры и создают серьезные проблемы для сельского хозяйства, водоснабжения и экономики в целом. По данным Всемирной метеорологической организации, ВМО, глобальная температура выросла на 1,2 градуса Цельсия с доиндустриального уровня, что уже оказывает значительное влияние как на природные экосистемы, так и на жизнь всех живых существ. Аномальные температуры приводят к нехватке сельскохозяйственных ресурсов, деградации почвы и усугублению последствий изменения климата. Аномальная жара. Предвестие мировых изменений. В последние десятилетия детальные климатические исследования и статистика показали резкое увеличение частоты и интенсивности аномальной жары и засухи. Это явление приняло угрожающие размеры, затрагивая все уголки планеты. Мы можем наблюдать, как беспокойство ученых на протяжении многих лет становится реальностью, когда температура воздуха ведет к увеличению потерь биологического разнообразия и ухудшению экологической ситуации. Важно отметить, что аномальная жара затрагивает не только человечество, но и экосистемы, которые играют критическую роль в поддержании жизнедеятельности планеты. Она влияет на уровень воды в реках и водоемах, что, в свою очередь, негативно сказывается на сотнях миллионов людей, зависящих от сельского хозяйства и рыболовства. В условиях исторической нестабильности, такая как голод, гражданские конфликты и экономические кризисы, мы понимаем, что изменение климата может усугубить существующие проблемы. Кроме того, изменение климата и аномальная жара приводят к массовым миграциям, когда люди покидают свои родные земли в поисках более безопасных и предсказуемых условий жизни. Эта глобальная проблема имеет свои корни и временные рамки, начиная с 20 века и до настоящего времени, и усиление ее влияния будет лишь углубляться с каждым годом. Находка в Ратленде. Февраль 2021 года стал знаковым для Великобритании, когда уровень воды в водохранилище Ратленд Water снизился до критически низкого уровня, обнажая останки огромного ихтиозавра, морского ящера, который жил на Земле 294 миллиона лет назад. Эти существа, внешне похожие на современных дельфинов, некогда доминировали в своих экосистемах. Найденный скелет стал истинной сенсацией, отличаясь тем, что является самым большим и полным экземпляром, когда-либо обнаруженным на территории страны. С точки зрения науки, это открытие имеет огромное значение. Оно способствует глубокому анализу эволюции этих животных, их анатомии и образа жизни. Найденные останки помогут ученым восстановить экологическую обстановку тех древних времен и понять, как эти существа сосуществовали с другими видами, а также какие факторы могли привести к их исчезновению. Для ученых и исследователей это окно в прошлое, предоставляющее новые данные для анализа климатических и экологических изменений в течение миллионов лет. Интересно, что подобные находки показывают хрупкость экосистем. Твердые следы динозавров и ихтиозавров – знаковые символы, указывающие на величие природы, а также ее способность давать жизнь и снова ее отнимать. Мы можем лишь надеяться, что такие находки вдохновят на дальнейшие исследования в области палеонтологии, сохраняя эти бесценные находки для будущих поколений. Засуха в Таиланде. Другим ярким примером воздействия засухи стала Таиланд, который в 2024 году столкнулся с самой засушливой погодой за последние 10 лет. Обмелевшие плотины и реки открыли новые горизонты для историков и археологов, которые за долгое время обнаружили невероятные артефакты, в числе которых оказался затопленный буддийский храм и статуя Будды,
скрытые под толщей воды многие годы. Данная находка, несмотря на серьезные и негативные последствия для фермеров и местных жителей, является ярким примером важности сохранения культурного наследия. Местные жители, увидев храм, почувствовали гордость за свою историю. Они начали организовывать экскурсии и традиционные мероприятия, что позволяло туристам ознакомиться с их историческими корнями и культурой. Это также способствовало развитию внутреннего туризма, что помогло компенсировать некоторые потери, вызванные экономическим кризисом и трудностями, с которыми столкнулись фермеры. Теперь эти исторические памятники стали важной частью местной идентичности. Храм стал не только объектом изучения для археологов и историков, но и символом надежды для местных жителей, показывая, что даже в самые трудные времена можно найти что-то ценное и значимое. Это открытие также обращает внимание на необходимость продолжения поисков и охраны культурного наследия. Засуха в Ираке, сюрпризы, связанные с засухой, также не обошли стороной Ирак. В 2018 году уровень воды в водохранилище резко упал, открыв древний город, относящийся к культурному государству Митани, о котором стало известно благодаря археологическим находкам. Этот город в былые времена был центром жизни и культуры, находясь на пересечении торговых путей. Археологи, исследующие эту находку, смогли обнаружить множество артефактов, которые в значительной степени обогатили наше понимание истории региона, его культуры и социальных структур. Такие находки дают возможность глубже понять, как жил этот народ, какие у него были обычаи, и как он взаимодействовал с природой и соседними культурами. Город был разрушен землетрясением в 1350 году до нашей эры и был затоплен в 1980-х годах, но теперь он вновь обрел видимость, предоставляя исследователям возможность изучать и анализировать его руины. А такое открытие будет, безусловно, служить важным напоминанием о хрупкости человеческой истории, а также о том, как природа оказывается хранителем прошлых цивилизаций. Засуха в Италии. Италия также является ярким примером воздействия засухи на исторические памятники. В 2022 году в некоторых регионах страны был зафиксирован исключительно низкий уровень воды, что привело к обнажению древнего моста, построенного во времена Нерона. Этот мост использовался для военных парадов и соединял две значимые базилики, а его открытие стало настоящим праздником для всех, кто интересуется историей. Теперь этот мост может привлечь внимание исследователей, давая возможность углубиться в изучение античной архитектуры, исторических традиций и значимости военного наследия Древнего Рима. Появление такого моста создает уникальную возможность для анализа архитектурных решений, использовавшихся в те времена, и может служить основой для дальнейших исследований по восстановлению исторической правды об этих древних сооружениях. Таким образом, несмотря на все проблемы, которые приносит засуха, история может вернуть свои страницы. Открывая культурное наследие для жителей и туристов, это позволяет обеспечить не только дальнейшее изучение истории, но и развитие местного туризма, привлечение интереса со стороны молодежи и создание новых рабочих мест. Камни голода. Древние предостережения. Еще одной важной темой, связанной с засухой, являются исторические камни голода. Обратимся к практике, существовавшей в Средневековье, когда люди оставляли записи на камнях во время периодов засухи. Эти камни голода служили предупреждением о будущем голоде и бедствиях, с которыми им предстояло столкнуться. Они играли значимую роль в экономической и социальной жизни, подчеркивая важность предвидения и подготовки к непредсказуемым природным условиям. Все это стало особенно актуально в 2022 году, когда в Европе уровень воды в реках значительно снизился, обнажив многие из этих исторических артефактов.
Камни стали напоминанием о том, как люди стремились сохранить свои знания и опыт в формате, который мог бы помочь будущим поколениям. Сохранение таких предостережений актуально и сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными изменениями климата, и они подчеркивают важность устойчивости и подготовки к будущим кризисам. Эти находки также напоминают о том, как человечество связано с природой и как оно училось адаптироваться к переменам, которые порой приходят быстро и неожиданно. Лодка-призрак в озере Шаста. Феномен засухи также подарил нам удивительное открытие в Калифорнии. В октябре 2022 года в озере Шаста была обнаружена лодка-призрак времен Второй мировой войны. Эта лодка, разработанная Эндрю Хиггинсом, принадлежала проекту для быстрого десанта. Всего было построено очень много этих лодок, и они оставили заметный след в истории, использовались в морских операциях. Находка лодки предоставляет уникальный шанс взглянуть в прошлое, и исследователи теперь могут анализировать, как такие проекты содействовали достижениям в военной архитектуре и технологиях. Мы можем лучше понять, как современная наука и технологии были использованы для эффективного ведения боевых действий и какие уроки можно извлечь из этой истории. Такое открытие не только пополняет исторические знания о вторжениях, но и позволяет зрителям осмыслить механизмы, используемые в те времена. Это свидетельствует о взаимодействии человека с водой и о том, как история сохраняет свои тайны, которые могут быть обнаружены в неожиданные моменты. Озеро Тепс в Вашингтоне. Озеро Тепс, созданное в 1911 году, также стало объектом неожиданных открытий. После продажи озера муниципалитету в 2000 году во время технического обслуживания были обнаружены затопленные леса и остатки железнодорожной эстакады. Эти находки стали важным ресурсом для ученых и историков, предоставляя новые материалы для изучения экосистемы региона. Обнаруженные останки были свидетельством того, как человеческие действия, такие как постройка плотины, изменили ландшафт и экосистему региона. Усталость и воздействие времени на природу также отражаются в этих найденных материалах, и ученые имеют возможность более глубоко понять динамику и изменения, происходившие за многие годы. Эти остатки показывают, как наши решения и технологии могут влиять на окружающую среду, и как важно сохранять баланс между развитием и охраной природы. Важно понимать, какие последствия могут возникнуть при взаимодействии человека с природой и обеспечивать устойчивое использование ресурсов. Бомба в реке. В Италии. Засуха также привела к неожиданным находкам, связанным с опасными предметами. В 2022 году в Италии, когда уровень воды в реке По упал, на поверхности оказалась бомба времен Второй мировой войны. Этот артефакт стал серьезной угрозой, и саперы были вызваны для ее обезвреживания. Этот случай не только демонстрирует силу природы, но и подчеркивает необходимость безопасности в связи с потенциальными рисками. В понедельник, когда уровень воды продолжал снижаться, ситуация стала напряженной, и местные власти начали принимать меры для обеспечения безопасности жителей. Этот случай также напомнил о том, что о важности медицинской помощи и безопасности в условиях, когда появляются подобные находки, артефакты, связанные с войной, по-прежнему требуют к себе серьезного внимания и изучения, поскольку они могут содержать опасные вещества и представлять угрозу для окружающих. Несмотря на негативные последствия, этот случай также подчеркивает важность мониторинга и безопасного обращения с историческими находками, что должно быть частью ответственного подхода к сохранению культурного наследия. Руины города Пандабанган на Филиппинах. На Филиппинах ситуация также была актуальна в мае 2024 года, когда уровень воды на плотине в Пандабангане снизился до рекордной отметки, обнажив руины исторического центра города. Этот затопленный город
стал объектом интереса для археологов и историков, которые стремятся разгадать его тайны. Эта находка является значимой не только с точки зрения археологии, но и с точки зрения понимания культуры и цивилизации региона. Обнажение руин Панда-Бангана подчеркивает не только важность сохранения исторического наследия, но и необходимость исследования того, как и искусственные структуры, такие как плотины, влияют на экологию и культуру местных жителей. Они становятся частью общего дискурса о том, как человечество взаимодействует с природой. Руины открывают новое окно в наше прошлое, повествуя о том, как этот город развивался и как его культура претерпела изменения в зависимости от условий окружающей среды. Эти обнажения также напоминают о том, что мы должны заботиться о своей истории и активно сохранять ее даже в условиях изменений климата. Древние барельефы в Амазонке, находки древних артефактов становятся все более актуальными, особенно в контексте изменений климата. В 2023 году в Бразилии из-за засухи обнажились древние барельефы на скалах в городе Манаус. Данные барельефы, по оценкам возрастом около 2000 лет, изображают лица людей и, вероятно, использовались для отслеживания уровня воды в реке. Их открытие стало важным моментом в понимании древних цивилизаций и их взаимосвязи с окружающей средой. Появление таких артефактов влечет за собой множество вопросов о взаимоотношениях человека с природой и культурным выражением через символику. Это дает возможность изучать, как люди предыдущих эпох интерпретировали свои природные условия и каким образом это отражалось на их культуре. Зачастую такие находки становятся источником вдохновения для дальнейших исследований в области археологии и антропологии. Знания о барельефах подчеркивают, что человечество на протяжении тысячелетий взаимодействовало с природой. Примечательно, что такие находки могут вовлечь молодежь и новое поколение исследователей, которые помогут выдвинуть новые вопросы и способы изучения нашего исторического и культурного наследия. Храм Кичула в Мексике. Схожее по значению открытие произошло и в Мексике в 2023 году, когда из-за засухи в водах появился храм Кичула. Этот храм, построенный в XVI веке, является важным архитектурным памятником. И в этом году он особенно ярко проявился из воды, предоставляя ни с чем не сравнимую возможность для местных жителей и туристов увидеть его великолепие и красоту. Таким образом, открытие храма подчеркивает не только важность сохранения культурного наследия, но и его роли в жизни сознания современного общества. Местные жители, которые видели храм, вспомнили свою историю и ощутили гордость за свое наследие. Это открытие стало не просто туристической аттракцией, но и символом идентичности и связи с культурой, историей и корнями. История потерянного кольца. Если говорить о человеческих ценностях, стоит упомянуть о трогательной истории обручального кольца, потерянного Стивом Вотсом на озере Марин в 2018 году. 2 месяца спустя волонтер Алан Уилсон, случайно находя кольцо, сообщил Стиву о его находке. Это пример о том, как доброта и человечность могут объединить людей, особенно в наше время, когда все часто теряется в суете повседневной жизни. Стив решил отметить это событие и наградить мальчиков, которые нашли кольцо, продемонстрировав свою благодарность за доброе дело. Эта история напоминает нам о важности ценностей и о том, что даже в трудные времена мы можем находить радость и надежду благодаря простым проявлениям доброты и человечности. Находка кольца стала символом человеческих отношений, улучшая качество жизни и подчеркивая основные человеческие ценности, такие как доверие и дружба. Это также говорит о том, что немаловажно тщательно относиться к истории своей жизни и не забывать о важности маленьких вещей. В заключение можно сказать, что аномальная жара и засуха представляют собой 2 противоположных аспекта.
Они наносят серьезный ущерб экосистемам и жизни людей, а также иногда открывают новые горизонты для исследований, позволяя нам находить утраченные артефакты и забытые истории. Эти открытия напоминают о нашей ответственности по отношению к окружающей среде и важности сохранения культурного наследия. Мир полон тайн, и каждый новый день может принести удивительные открытия, связанные с нами и нашими культурными корнями. Поэтому важно не только понимать негативные последствия изменения климата, но и видеть в этом возможность для образования, сохранения и поиска новых решений. Мы должны включиться в эту важную миссию, чтобы передать будущим поколениям нашего богатого и многогранного наследия. Благодарю вас за внимание. Если история вам понравилась, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные материалы, которые обязательно будут интересны и полезны для каждого из нас в это непростое время.